Привет, друзья! Сегодня в Германии за ее пределами сразу несколько новостей, которые могут серьезно изменить повседневную жизнь. Почему расходы на пенсии для госслужащих растут такими темпами, что уже готовятся о пересмотре системы? Зачем стране срочно нужно сотни тысяч мигрантов и что произойдет, если их не привлечь? Как Audi, Siemens и Bosch планируют выйти в мировые лидеры в сфере искусственного интеллекта? Почему в политике спорят о TikTok и возрасте пользователей? Почему дизель внезапно стал дороже бензина и даже OpenAI меняет курс под давлением пользователей? Я разберу каждую тему, а вы сможете решить, какие из них окажут наибольшее влияние на будущее Германии. Подписывайтесь прямо сейчас, чтобы не пропустить такие разборы, и давайте начнем с самой громкой новости этой недели. Итак, расходы на пенсии в Германии для госслужащих стремительно растут и скоро могут стать серьезным бременем для бюджета. Согласно прогнозам, в 2023 году федеральное правительство потратило, внимание, 6,8 миллиарда евро на пенсии для чиновников, судей и военных. Уже к 2025 году эта сумма выросла до 7,8 миллиардов евро, а к 2060 до рекордных 25,4 миллиарда евро, то есть почти в 4 раза больше. Рост объясняется активным набором персонала с 2015 по 2023 годы, особенно в полиции, таможне, вооруженных силах и налоговой системе. К 2060-му число пенсионеров возрастет примерно со 193 тысяч до 230 тысяч человек. Несмотря на наличие специальных фондов и резервов, их совокупная стоимость составляет около 41,3 миллиарда евро на конец 2025 года. Они пока не учитываются в бюджетных расчетах, и условия их использования еще не утверждены. И, внимание, средняя пенсия бывших чиновников и военнослужащих составляет около 3340 евро брутто в месяц. С учетом ежегодного роста в среднем на 2,9% к 2060 она достигнет примерно 4442 евро. Отношение расходов на пенсии к ВВП и доходам бюджета тоже возрастает. Доля к ВВП вырастает с 0,18 до 0,22%, а в соотношении с налоговыми поступлениями с 1,99 до 2,41%. Эта ситуация вызывает важный вопрос. Если рост продолжится в таком темпе, сможет ли государственный бюджет справиться с нагрузкой или придется пересмотреть систему выплат и реформировать кадровую политику? Но есть еще одна новость, которая касается миграции. Известная представительница Федерального агентства по труду Ванесса Ауджа подчеркнула важность иммиграции для стабильной работы рынка труда. По ее мнению, если из страны уедут 1,3 миллиона человек, потребуется прибытие 1,7 миллиона новых мигрантов, чтобы компенсировать потери и сохранить уровень занятости и экономической активности. Она указала, что ежегодный прирост нетто-мигрантов составляет примерно 380 тысяч человек, что близко к целевой отметке в 400 тысяч. Но для устойчивой работы экономики этого недостаточно. Чтобы удерживать и привлекать квалифицированные кадры, Ауджа настаивает на упрощении бюрократических процедур, усилении цифровизации, ускорении процесса признания иностранных дипломов, а также на формировании общественного климата, в котором мигранты воспринимаются как актив и ресурс, а не как дополнительная обязанность для системы. Таким образом, по ее словам, страна не может позволить себе пассивную позицию в вопросе миграции. Без адекватного притока работающей силы, даже при стабильности оттока, экономика окажется под угрозой. А дальше еще новости экономики Германии. 3 крупнейших промышленных игрока Audi, Siemens и Bosch стремятся выйти в число ведущих мировых компаний в сфере искусственного интеллекта. Они делают ставку на то, что индустриальные преимущества Европы помогут конкурировать с лидерами из Соединенных Штатов Америки и Азии. Audi уже активно внедряет искусственный интеллект, создает и применяет примерно 100 различных решений, нацеленных на повышение эффективности производственных процессов. Среди немецких работодателей в области искусственного интеллекта Siemens и Bosch входят в десятку лучших. Siemens особо привлекает ведущих специалистов, а Bosch заявлен сразу в 2 подразделениях. Эксперты отмечают, именно крупные промышленные корпорации Германии играют важную роль в укреплении мировых позиций Европы в этой области. Они аккумулируют глубокое отраслевое знание, которое поможет внедрять искусственный интеллект не просто эффективно, но и безопасно, что особенно важно в производственных условиях.
Таким образом, Audi, Siemens и Bosch делают уверенный шаг в глобальной гонке искусственного интеллекта, опираясь на технологическую экспертизу, масштабы производства и интегрированные цифровые решения. А дальше новость, которая показывает разногласия в немецкой политике. Я вам рассказывал в прошлом видео, что председатель Бундестага Юлия Клёкнер хочет, чтобы Бундестаг присоединился к TikTok и заливать будет туда видео. Но кандидат на пост премьер-министра земли Баден-Вюртемберг от партии «Зеленых», политика по имени Джем Оздемир, предложил запретить пользование социальными платформами вроде Instagram и TikTok для детей и подростков до 16 лет. Он сравнил ситуацию с вождением автомобиля без водительских прав. Как детей и подростков готовят к вождению шаг за шагом, так и подход к интернет-ресурсам должен быть последовательным и сопровождаться обучением ответственному поведению в соцсети. Оздемир подчеркивает, что многие подростки чувствуют себя перегруженными потоком информации в социальных сетях, и им необходима поддержка со стороны взрослых, родителей, педагогов и школ. Он также отметил, если разработчики запрещают своим собственным детям пользоваться соцсетями, это должно насторожить шире, нужна ясная политика безопасности. Оздемир уверен, что контроль возрастных ограничений – это вопрос политической воли и сравнил это с запретом продажи алкоголя детям. Если допустима строгая регуляция в одном случае, она возможна и в другом. Одним из первых выступил также, кстати, и политик от другой партии, предложив аналогичную идею. Однако Ассоциация учителей уже выразила сомнения в эффективности подобного запрета, назвав его нереалистичным. Она считает, что гораздо важнее развивать медийную грамотность и учить подростков критическому взаимодействию с цифровым контентом. Несмотря на это, политическая инициатива получила широкий резонанс и может стать частью предвыборной повестки. И еще новости, которые касаются автолюбителей. Вы знаете, что дизельный бензин всегда был дешевле обычного бензина, и на этом основано его экономическое преимущество. В последние недели это правило, однако, перестало работать. Дизель стал таким же дорогим, а порой и дороже других видов топлива. Причина кроется в так называемом эффекте ракеты и пера. Цены на дизель резко повышаются, как ракета, под влиянием внешних факторов, но также медленно падают, как перо. Рост начался в июне, цена подскочила с примерно 1,54 евро до 1,64 евро за литр. Такой скачок произошел из-за напряженности на Ближнем Востоке, связанной с военными действиями в регионе. Бензин сначала тоже подорожал, но к середине июля вернулся к прежним отметкам, а дизель остался дорогим. Автоклуб АДАК критикует нефтяные компании. Снижение цен на дизель происходит слишком медленно. Теоретически, учитывая различия в налогах, дизель должен быть на 20% дешевле бензина. Кроме того, Германия все еще сильно зависит от импорта дизеля. Только в 2024 году было ввезено почти 13 миллионов тонн, что делает рынок более чувствительным к колебаниям на мировых рынках. В результате экономическое преимущество дизеля размывается, владение такими автомобилями становится менее выгодным, а водители могут ожидать дополнительные расходы на заправки. А дальше еще технологические новости. После запуска новой версии ChatGPT, то есть GPT-5, пользователи начали активно выражать недовольство. Модель хвалили за улучшенные навыки письма, кодирования и обоснования, но многим она показалась слишком сухой, формальной и лишенной души. Люди скучали по GPT-4 более теплой и разговорной версии, которые успели привыкнуть и даже ощутили с ней особую привычную атмосферу. Некоторые пользователи признались, что чувствовали, будто теряют привычный формат общения и даже начали отменять подписки в знак несогласия. Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман отреагировал на волну критики. Он признал, что недооценил важность именно того, что делает чат GPT-4, особенно его человечности и близкости к пользователю. В результате он принял решение вернуть GPT-4 как вариант для пользователей с подпиской «Плюс», введя в настройки функцию «Показать старые модели». Кроме того, OpenAI обещает улучшить переключение между моделями, увеличить лимиты для GPT-5 и ввести более персонализированные режимы взаимодействия с искусственным интеллектом. Это решение демонстрирует, что техническое совершенство не единственный приоритет. Эмоциональное восприятие и привычки пользователей также учитываются при разработке сервиса. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.